два вопроса. Первый касается федеральной целевой программы. Вы сказали, что она в 2015 году должна вступить. Сколько средств на нее потребуется и в чем ее суть? И второй вопрос касается ревизии учебников. Все-таки когда ее планируется завершить, кто эти эксперты, которые ее проводят? Есть ли уже примеры, ну скажем так, некорректного содержания в учебниках? Вот. И, ну, наверное, все на этом. Спасибо. Ну, начнем с программы. У нас есть ряд поручений по разработке этой проекта федеральной целевой программы. Мы исходим из того, что существование разрозненных ресурсов, наверное, совсем правильно, когда есть задача консолидировать и координировать общие усилия по достижению гармоничных межэтнических отношений и, самое главное, я думаю, что на данный момент, достижение единства российской нации, укрепление общей гражданской идентичности. Вот именно эти ценностные основания, ну, есть, скажем, там, триада Минрегиона, как иногда некоторые это упоминают, они положены в основание концепции федеральной целевой программы. Соответственно, по этим ключевым направлениям и определяются основные расходования средств. Или предполагаются основные расходования средств. Почему мы здесь немножко так вот мимоходом говорили, почему очень важна общегражданская солидарность, почему важна гражданская идентичность, почему мы говорим о единстве гражданской российской нации. Это не унификационный подход, не ассимиляционный подход, нужно это понимать. Это попытка формирования гражданской солидарности. Мы должны понимать, что в нашем полиэтническом обществе, многоукладном обществе, потому что некоторые этнические сообщества, некоторые не обязательно религиозные сообщества, они живут даже в разных укладах, если хотите. У нас есть общество традиционного типа, у нас есть индустриальное общество, у нас есть постиндустриальное, даже постсовременное общество, у нас есть мегалополисы, которые развиваются и все расширяют свои пространства и уплотняют плотность проживающего населения. Да? И у нас есть опустынивающиеся территории, в том числе и приграничные. У нас есть общество, сообщества, те же вот коренные малочисленные народы, которые живут укладом, который сохраняется многие века. У нас кавказские сообщества, которые живут тоже с учетом традиционных норм морали и уклада. И это нужно понимать, и это не только связано с учетом там, этнических аспектов, но это отчасти и влияет на социальную политику и даже на экономическую политику. Потому что иногда это определяет, как сейчас принято говорить, промышленные кластеры или там, значит, отрасли производства или переработки, собственно, определяет экономику регионов. Возвращаясь к программе, там учет, то есть мы исходим из того, что существующие программы, существующие субсидии по линии Минрегиона, может быть, и других ведомств, они вольются в эту. И целевая программа по российским немцам, и субсидии по поддержке коренных малочисленных народов, они должны быть аккумулированы в одном программном продукте. Понятно, по целям, задачам. Сейчас сказать по объемам, какие они будут, ну и, соответственно, мы надеемся, что эта программа будет, да, но окончательное слово, естественно, это будет за правительством. Мы сейчас сказать не можем, потому что мы собрали заявки с субъектов. Это цифра, которую я даже не хочу говорить, чтобы она дальше потом не фигурировала. Но это очень большие деньги. Естественно, мы оптимизируем, так сказать, заявки, исходим из того, что многие из них просто представлены по принципу «чем больше, тем лучше». Попросим больше, дадут поменьше, так запросим столько, чтобы дали поменьше, но вполне прилично. Вот. Но для нас сейчас главное это доказать необходимость этого программного продукта именно в соответствии с теми целями, которые сформулированы в том числе и на Президиуме Госсовета
в Уфе. С учебниками здесь сложнее, потому что этим занимается Министерство образования и науки с участием, я так понимаю, и Института этнологии, и Института российской истории, и других институтов системы Российской академии наук. Здесь я не могу как-то что-то конкретного сказать, потому что это наши коллеги по линии Министерства образования этим занимаются. Означает ли вот это вот придание статуса социально ориентированных организаций, что у национальных культурных автономий появилась возможность, более широкая возможность получения государственной поддержки своей деятельности? И второй вопрос, вот в этом уже уходящем году, какие проекты и программы каких федеральных автономий были поддержаны, и, если это не секрет, в каких объемах? Что касается социально ориентированных организаций, здесь у нас была определенная полемика с коллегами из Минюста и Минэкономразвития, потому что мы считали, что необходимо вносить соответствующие изменения в действующее законодательство, чтобы либо упомянуть, что социально ориентированной деятельностью это в том числе и деятельность в сфере межэтнических отношений, либо же в профильный закон НКА включить, что это социально ориентированная организация. Нам, коллеги из Минюста и Минэкономразвития, так сказать, нас убеждают в том, что поскольку вопросы культуры, образования, они тоже находятся в перечне социально ориентированных, то если ФНК или НК занимается этой деятельностью, то они, соответственно, автоматически являются социально ориентированными. Значит, перечень преференций, который распространяется на социально ориентированные организации, он еще не закрыт. То есть там это в перспективе это вопросы налогообложения и многих других тем. Что касается Минэкономразвития, то вот про тот механизм, о котором вы говорили, он создан для того, чтобы обеспечить поддержку с федерального уровня деятельности социально ориентированных организаций. Этот механизм состоит из двух частей. Это поддержка, выделение субсидий субъектам Российской Федерации на поддержку социально ориентированных организаций или создание условий для такой поддержки. И, значит, конкурсное распределение субсидий неправительственным организациям, ну, фактически грантов неправительственным организациям. И в этом году такое распределение было. В этом конкурсе участвовали, ну, вот, по моим сведениям, по крайней мере, две ФНК, еврейская и татарская, может быть, ну, больше национальных общественных организаций. Но в связи с тем, что было очень мало, так сказать, мало средств на поддержку или грантов, там, небольшие средства, то, насколько я понимаю, ни одна из ФНК поддержки такой не получила. Вот. В этом году мы в той или иной степени, я сейчас не готов сказать точно по цифрам, и по линии совместного проекта с Советом Европы поддерживали и еврейскую, и татарскую ФНК. Сейчас вот сходу, может быть, сложно сказать, но и есть же возможности не прямого финансирования, а финансирования в рамках проектов. Да, и немецкая ФНК. Ну, так, во всяком случае, несколько ФНК в той или иной степени, значит, поддерживались. Ну, с немецкой ФНК там легче, поскольку есть программа, и они участвуют в конкурсах и, соответственно, выигрывают. Нет, не межгосударственная. Есть две программы. Отдельно федеральная целевая программа социально-экономического и этнокультурного развития российских немцев до 2012 года, а есть отдельная программа поддержки, которую реализует МВД ФРГ. Поддержки, ну, мы бы сказали, соотечественников, проживающих за рубежом. Для них это национального меньшинства в России и в других странах бывшего советского пространства.